Ему нравится играть, притворяться и вести себя так, как будто в его правой руке находится демоническая сила, которая, возможно, была проклята каким-то древним богом из какого-то аниме. К несчастью для него, будучи одержимым тупицей, который считает себя крутым, но на самом деле это не так. Он никогда не добивается ничего, кроме того, что его называют слабаком и неудачником. А теперь, прежде чем вы все почувствуете к нему симпатию, позвольте мне раскрутить ваши пузыри и показать вам, как он все еще живет своей жизнью. Гораздо лучшая жизнь, чем у всех вас. Несмотря на то, что он целыми днями пребывал в состоянии раболепия, ему каким-то образом удалось привлечь 4 девочек в литературный клуб как ее единственный член мужского пола. Поговорим о том, как ему повезло. В его гарем входят его одноклассницы и друзья детства Тамайо и Хатока, племянницы их клубного советника Чифу, а также его старшая сестра и президент клуба Суюми. Просто чудо, как ему удается затащить свою паршивую задницу в клубную комнату, где только девушки, но давай оставим это, как одно из чудес света. Однажды они сидят за столом и обсуждают его неспособность перерасти стадию травки. Но во время одного из его выступлений руки Дрея начинают сиять, как у быка, и это тот день, когда вся их жизнь изменилась раз и навсегда. Вскоре все остальные члены клуба также обрели какую-то сверхспособность, и 6 месяцев спустя это стало настоящим событием. Для членов клуба является нормой каждый день демонстрировать свои сверхспособности, запугивая Джирайя всякий раз, когда он пытается вести себя как слабак. Это старое доброе обращение с пытками, но шутки над ними становятся ему по душе. Однажды после школы одноклассник и друг детства Джирайи Тамайо заходит в клуб и обнаруживает его сидящим на земле, держась за руку, как бредовый плакса, которым он и является. Он ведет себя так, как будто внутри него живет какая-то тайная сила, но Тамайо просто проходит мимо него. Садится на стул и напоминает ему, что единственная сила, которая живет внутри него, это его пердеж, который пытается вырваться наружу с тех пор, как он съел эти тако во время ланча. Чувствуя себя неловко, Джори встает и просит ее по крайней мере подыграть ему, но она говорит ему, что она не единственная, кто считает его раздражающим. Но он говорит ей, что другие обычно подыгрывают ему, и она делает ставку на то, что он проверит это. После этого он ждет, пока его вторая жена, я имею в виду коллегу по клубу Хатока, войдет в комнату. Позже они садятся за стол и обсуждают его неспособность перерасти эту фазу, и Джирай говорит в его защиту, что у них нет причин для этого. Верьте, что однажды они, возможно, не обретут сверхъестественных способностей, поскольку рождение Вселенной этой планеты само по себе является чудом. С этими словами он вытягивает руку вперед и притворяется, что снова обладает силой, но, к всеобщему удивлению, его рука начинает сиять. И именно в этот день их жизни изменились раз и навсегда. По прошествии 6 месяцев для членов клуба стало нормой каждый месяц приходить и проверять его сверхспособности. После этого Джирай приглашает всех на ежемесячную проверку сверхспособностей, и они телепортируют половину класса в пустынные горы, где сражались Гоку и Вегета, и начинают демонстрировать свои способности. Встань на первое место. Это битва между Шифу и Атока. Джирай объясняет силу Шифу как творение мира, что в основном означает, что она – бог, который может создавать все, что угодно, от материи до порталов, измерений и даже жизни. С другой стороны, Хатока обладает способностью, называемой наделементом, что в основном делает ее последним аватаром, контролирующим все 5 элементов, включая огонь, вода, ветер, земля и молния. Более того, она может комбинировать любое их количество, образуя гибридные элементы. Их поединок начинается с того, что Чифу создает и запускает в Хатока связку огнеупорных копий, а она в ответ блокирует их все ветровым торнадо. После этого она переходит в наступление, выталкивая магму из земли, но Шифу блокирует ее, создавая скальную породу поверх земли. Это начинает выглядеть как преувеличенный бой Dragon Ball Z. Когда ситуация обостряется, Тамайо использует свою способность закрывать часы, чтобы остановить время, а затем тащит их задницы обратно на стул и заканчивает матч. Ее способность позволяет ей останавливать, замедлять и ускорять время, но не позволяет ей путешествовать в прошлое. После этого Цуюма использует свою способность «Путь происхождения», чтобы вернуть бойцов в их первоначальное состояние. После этого Джирай решает продемонстрировать свою силу, но внезапно входит президент студенческого совета Мария и говорит, что она здесь для проверки. Поскольку они получили многочисленные сообщения, а они производят много шума. Драй вспоминает все те моменты, когда он показывал экран во время игры, притворяясь, и решает решить проблему, проделав это еще раз. Он подходит и начинает вести себя как какой-нибудь крутой детективный персонаж из аниме и говорит Мэри, что он разгадал ее настоящую личность и знает, что она всегда рядом. Скорее наблюдение, чем инспекция. Он продолжает пытаться выкрутиться, но Тамайо в конце концов останавливает его, ударив кулаком в лицо, а Сёюма приносит извинения за их безмозглого члена клуба. Но, к их удивлению, Мюррей начинает спрашивать его, откуда он узнал о ее истинной личности и как он узнал, что она наблюдала за ними с тех пор, как пробудила свои сверхспособности. Оказалось, что его игра в притворство на этот раз действительно попала в цель, и мы все начинаем задаваться вопросом, не является ли он потерянным братом Шэдоу из The Eminence in Shadow. Они спрашивают ее о ее способностях и о том, что она о них знает, и Мар говорит, что расскажет им, если они победят ее в поединке. Сражайся. Тамайо спрашивает, должна ли она использовать свою способность останавливать время и избить ее. Но Джирай
подходит и говорит, что он примет этот вызов и продемонстрирует и его способности тоже. После этого он объявляет о своей силе как о стуке в дверь ада и начинает расстегивать свой блейзер. Он спрашивает Маре, знает ли она, почему он каждый день ходит в школу в блейзере, и она отвечает, что это потому, что сейчас зима, и это часть правил. Но он возражает, говоря, что на самом деле его блейзер покрыт различными магическими печатями, которые ограничивают его силы, и это весит больше, чем эмоциональная травма Элла. Затем он бросает блейзер в Хатока и готовится к выпуску способности темный и мрачный. Он начинает испускать темное пламя, и шар фиолетово-черного пламени начинает гореть у него на ладони. Похоже, что у него действительно есть что-то похожее на Аматерасу от Маруто, но затем Мирай высвобождает свою технику и показывает, что на самом деле она настоящая копия ниндзя. Ее способность позволяет ей украсть любую технику, которую она увидит активированной перед собой. При этих словах она сразу же становится все темнее и темнее и понимает, что на самом деле это просто черный огненный шар, который даже не горячий. Он также не дает хорошего света, так что по сути это просто мусор. Когда выясняется, что его сверхъестественные способности усиливаются из-за пары варежек, он падает на землю с разбитым сердцем и душой. Мюррею становится грустно за него, он возвращает ему мусор и говорит остальным, чтобы они отнеслись к ней серьезно. Она говорит, что они могут сразиться с ней все сразу, если захотят, и Томайо решает принять это предложение. Она подходит к ней и говорит, что они просто не должны использовать свои способности, а потом появляется самолет номер 4-1 и начинает избивать ее как хулиганы. Как только она осознает свое место, они позволяют ей извиниться, и она говорит им, что пробудила свои силы месяц назад и в первом часу ночи. Ей это казалось бесполезным, но однажды она получила сообщение от случайного человека, который сказал ей, что в литературном клубе есть люди, похожие на нее. И именно тогда она начала наблюдать за ними и обнаружила другие способности. После этого они все садятся и задаются вопросом, кем был этот таинственный человек и что он планирует сделать с ними, используя их сверхспособности. Несколько дней спустя Джирей заставляет всех в клубе придумать свои секретные имена супергероев. Все они демонстрируют свою слабую сторону с помощью Хатока, называя себя Красный Хатока, а ее резервные имена – Синяя Хатока, Зеленая Хатока и так далее. В конце концов, мы все согласны с тем, что ее зовут Хромой Хатока. Далее Шифу придумывает имя Клубничка, за которым следует ряд имен, указывающих на то, что ее отец ушел за молоком и не вернулся, но в довершение всего ее мать ушла за молоком. Опередила своего соседа Эндрю Тейта и украла пену у себя, и теперь никто не знает, что с этим делать. После этого Джирай поворачивается к Суюми, и ее идеи превращаются в пьесу о Ширю Кимё, Снежной принцессе, и это получает одобрение. Однако Джирай не преминул наступить на Мину, назвав ее выбор милым, и она немедленно выбегает из комнаты. Наконец, Томайо раскрывает свое имя как бесконечный парадокс и называет меня слабаком, но это действительно мило. Джирай думает также и объявляет ее победительницей этого соревнования и присваивает ей титул мастера. Пока мы все смотрим на его одинокую задницу и удивляемся, как ему удалось вырастить 4 девочек. Марая заходит в клубную комнату и говорит им, что они такие же громкие, как всегда. Сагуми возвращается и спрашивает ее, что привело сюда президента студенческого совета. И она говорит, что была там, чтобы ответить на любовное письмо Джори, которое он оставил в ее шкафчике для обуви. Она говорит, что принимает это письмо, достает его и начинает читать, и все, включая самого мужчину, начинают задаваться вопросом, что все это значило. Он пытается вспомнить, почему это происходило, и вспоминает, что его врач сказал ему, что он страдает от тяжелого случая РИС, а затем приходит в себя. Он приходит в себя, и Томоя спрашивает его, что все это значит, тряся его как одержимого. Мюррей начинает читать письмо, и оказывается, что это сложное послание, адресованное ей плакальщица, в котором Джури пытается объяснить ей, что он придумал название «Благодарный разбойник» из-за ее силы. Из-за того, что японцы занимаются японскими вещами, слово «грабитель» также может быть прочитано как «любовник». И она ошибочно приняла его за это и подумала, что это явно любовное письмо от него, в котором он признается ей в своих чувствах. Томайо начинает спорить и пытается отговорить Мюррей от этого, но она затыкает ей рот, называя ее квартиру разделочной доской и нанося ей эмоциональный ущерб, как это делали ее азиатские родители. Томайо принимает это близко к сердцу и использует свою силу, чтобы остановить время, но Мюррей крадет ее и говорит ей, что она совершила большую ошибку. Но потом Джират умоляет ее вернуть его, и Мюррей делает это в знак начала их отношений. На следующее утро Мари ждет его у дверей класса, чтобы проводить в клубную комнату, и ведет себя как милая и заботливая подружка. Они обмениваются ее контактной информацией, и она даже меняет свой адрес электронной почты на marijirai4everlove со скоростью superhotmail.com. После этого она ведет его в клубную комнату и говорит, чтобы он наслаждался своим временем, но никогда не изменял ей, иначе она превратит его в масло. Кусочки курицы. С этими словами Джирай входит в комнату и обнаруживает, что все пытаются игнорировать его. Оказывается, что его Рис все еще возбужден, и другим девочкам не нравится, что у него есть такая подружка. Все они советуют ему отправиться и затеряться в джунглях Африки, но Джерри понимает и говорит, что он сам разрешит это недоразумение. Позже в тот же день он звонит Мюррею, рассказывает о письме и извиняется за то, что причинил ей боль. Она говорит ему, чтобы он не жалел, потому что это ее вина в том, что она все неправильно поняла, а потом убегает в слезах, заставляя всех нас ненавидеть его за то, что он идиот. Томоя выходит и пытается подбодрить его, говоря, что он ни в чем не виноват, и хорошо, что они расстались до того, как ситуация обострилась. Позже тем же вечером Мюррей отправляет ему электронное письмо и просит, чтобы она была рада по-прежнему оставаться его другом. На следующее утро Юри звонит сенсей Сатоми, которая является
ее учителем английского языка, а также консультантом в их клубе. Она спрашивает его о некоторых переводах, которые он сделал в своем тесте, но затем отпускает его с крючка, учитывая, насколько он большой зануда. Как раз в этот момент входит Сайвами, школьный друг Джираи, а ныне его соперник. Оказывается, что он такой же зануда, как и Джираи, но гораздо более кокетливый и тоже любит свои игры. Он просит у учительницы Nintendo DS, которую она забрала у него во время урока, и называет ее своей любимой. После этого он вступает в спор из-за аниме и озвучивания актрис с Юри и учительницей, выгоняет их обоих на улицу и говорит им идти домой. Они сидят на лестнице, и Джирай спрашивает его и его девушке, с которой он недавно начал встречаться, и Сагами говорит, что она уже бросила его точно так же, как и он сам. Последнее. Оказывается, у Сагами было много предложений, и он встречался со многими девушками, но все они уходили через месяц из-за его идиотское отношение к жизни. Как раз в этот момент Сиюма спускается по лестнице и направляется в клубную комнату вместе с Джираем. Настало время для проведения развлекательных мероприятий в их клубе, и поэтому они решили поиграть в какой-нибудь сверхъестественный жесткий теннис. Шифу создает для них площадку и какое-то игровое снаряжение, и они начинают играть 1 на 1 с Джираем против Тамайо, а Хатако подает против Сиюми. После нескольких сверхъестественных подач и бросков Джире удается победить Тамайо, но затем он играет против Хатако, и его голова почти сгорает дотла, хрустящий от одного из ее зажигательных теннисных бросков. Позже они все вместе сидят в клубной комнате, и Юри говорит, что, находясь между жизнью и смертью, он сумел придумать еще одно классное имя. И достает свой блокнот, чтобы записать его в нем. Книга называется «Кровавая Библия», но из-за того, что Сёю разыгрывает его, Джирай заканчивает тем, что пишет на ней «Кровавый Вивер», название магазина канцелярских товаров и модного бренда, где он купил книгу. Они все подтрунивают над ним, смеются над его ошибкой и заставляют его почувствовать себя частью своей социальной жизни. Как только они освобождаются от своих клубных занятий, они решают пойти вместе попеть караоке. По дороге Джирай придумывает какое-то нелепое имя и решает записать его, но замечает, что его блокнот пропал. Он начинает паниковать и говорит им всем продолжать без него, а сам вернется и поищет записную книжку. После этого он бросается обратно в школу и заходит в клубную комнату, где обнаруживает седовласого молодого человека, стоящего посередине и читающего свою записную книжку. На берегу реки девочки прогуливаются и говорят о том, какой Джирай такой свободомыслящий, в то время как Тамайо думает о слове, которое они произносят. Искать бессмысленно. Что касается прозвищ, Хатако рассказывает им о том времени в своей средней школе, когда дети называли ее «потная пятерка». Главный неудачник, и она действительно ненавидела это. Но однажды Джирай придумал для нее имя Огненный Феникс, и все решили называть его «Придурок», и никто больше не называл ее этим плохим прозвищем. Она говорит, что знает, что Джирай сделал это не для того, чтобы спасти ее, но это само по себе является одним из его замечательных качеств. Он надежный и добрый, сам того не подозревая. Далее Сагами говорит, что когда она получила свои способности, она начала задаваться вопросом, может ли она возвращать мертвых к жизни. Но именно Джирай сказал ей никогда этого не делать, и теперь она понимает, что такая способность не должна существовать в их мире, и поэтому она чувствует себя непринужденно. Шифу добавляет, что Джирай сказал ей то же самое о том, что не нужно создавать жизнь, и все они признают, что Джирай лучше всех знает об их способностях, и он всегда придумывает для них классные имена и приемы. В то же время Тамайо знает, о чем он на самом деле думает, и задается вопросом, как бы он представил себе сценарий, в котором он мог бы управлять ими всеми, используя их способности с помощью своих собственных имен. С другой стороны, молодой человек в школе спрашивает Джиру, виновен ли он в грехе Джире, а затем говорит, что у него отличное чувство именования. Услышав это, у Джире загораются глаза, и он теряет рассудок. Они оба садятся и обсуждают крутые прозвища, и парень говорит ему, что у него тоже есть похожий блокнот, и достает свою запись Reverse Cracks. После этого они оба отправляются в семейный ресторан и обсуждают прозвища и жизненную философию девственницы, страдающей от высокого уровня рис. Как раз в этот момент Томоя заходит в ресторан и подходит к их столику, и Джирай спрашивает, что она там делала. Она говорит, что довольно часто приходит в этот ресторан и спрашивает, что там делал ее старший брат. Его настоящее имя Хаджим, и он является альтернативной версией Хаджимы из эры Фуреты. Он посещал тот же литературный кружок, когда учился, а теперь он просто нахлебник, который сбежал из своего дома и любит вести себя как обуза для общества. Тамайо просит его вернуться домой, но он говорит, что ему еще предстоит сражаться, и просит ее оплатить его расходы на проживание. А затем совершает стремительный побег, не заплатив за свою долю еды. Но перед тем, как уйти, он сказал, что его удар Люцифера однажды столкнется с его темной стороной, а затем исчезнет. Как только он ушел, Тамайо села рядом с Юри и извинилась перед ним за поведение своего брата, а он спросил ее, почему у них разные фамилии. Она сказала ему, что он его сводный брат, и у них разные матери. Несмотря на то, что Вадж живет с ними с детства, ему нравится носить фамилию своей матери. После этого она спрашивает его, рассказывал ли он ему о своих сверхспособностях, и Юри отвечает, что нет. И Тамайо начинает улыбаться, понимая, что таинственный мужчина, возможно, просто ее старший брат. Все. На следующее утро Джарат приходит в школу и видит Чифу, стоящую у ворот. Он спрашивает ее, что она там делала, не хочет ли она опоздать в школу, но она говорит, что решила бросить школу, что приводит его в шок. Услышав это, Джирай берет Чифью на руки и отвозит ее в школу на спине.
В школе ее встречает ее подруга Кьюки, которая смотрит на Юри и спрашивает Чифью, кто он такой. Она представляет его как парня из литературного кружка, а затем они заходят в школу на свои занятия. Джирай замечает, что он забыл спросить ее, почему она планировала бросить учебу в 1 классе, но затем решает вернуться в свою школу и оставить все как есть. Вернувшись в школу, он сталкивается с сенсеем Сатоми, который советует ему следить за тем, куда он идет, а затем спрашивает, приходил ли Шифу в клуб этим утром. Позже в тот же день они все встречаются в литературном клубе, и Дуайт говорит, что он осознал нечто действительно удивительное. Он создает некоторую шумиху, а затем показывает, что все они могут делать бесконечные косплеи, в которых он использует свои способности и должен попробовать это сделать. После этого они записывают свои рекомендации на листе бумаги и бросают его в урну для голосования. Затем они по очереди рисуют его и косплеят то, что выберут сами. Джирай в конечном итоге становится материалом для размышлений Саюми с помощью шитого костюма. Саюми сама должна носить спортивный комплект. Хитока играет роль солнца, которое забирает свет из твоих глаз. Шифую в конечном итоге надевает очередную ошибку Баленсиаги и Тамайо. Давай забудем о ней, чтобы видео оставалось монетизированным. Пока они все наслаждаются своим крошечным басом для съемок, входит Сатоми-сенсей, но не раньше, чем они все успевают показать Джираю вид на небеса и удар молота Тора. Они все снова переодеваются в форму, и Сатоми-сенсей спрашивает Шифу, почему она так рано вернулась из школы. Оказалось, что она заболела, сказав, что у нее болит живот, а потом, вместо того, чтобы вернуться на занятия, пришла в литературный кружок. Сатоми спрашивает ее, действительно ли ей было больно, и она отвечает, что так оно и было. На что Сатоми отвечает, что все в порядке, и она поговорит со своей сестрой и попросит его вернуться домой. Как только она уходит, Чифую прыгает в портал и сразу же возвращается в свою комнату, прежде чем кто-либо сможет с ней заговорить. Но когда она прибывает туда, Кьюки уже стоит у двери, и она хочет поговорить с ней. Вернувшись домой к Юре, он раздевается и собирается посмотреть Netflix и размять мышцы, но тут перед ним внезапно появляется Чифу и говорит, что она хочет поговорить с ним. Заодно посмотри этот фильм. Джирай говорит, что никакого фильма нет, и спрашивает ее, почему она там была, и она говорит, что поссорилась с Кьюки, потому что сказала ему прекратить ходить в литературный кружок и перестать играть со старшеклассниками. Услышав это, Джирай говорит ей, чтобы она пока возвращалась домой, и что они подробно обсудят это на следующий день. Но она говорит, что это неудобно, потому что она все еще находится у себя дома, и она не хочет встречаться с ней лицом к лицу в таком виде. Драй спрашивает, хочет ли она, чтобы он пошел с ней, и она отвечает да. Но затем отправляет его к себе домой с помощью портала, прежде чем позволить ему надеть какую-либо одежду или что-либо еще. Он телепортируется прямо перед ее комнатой, и Кьюки выходит на улицу, извиняясь перед Чифу за то, что зашел слишком далеко. Но к своему ужасу она видит полуобнаженную извращенную задницу Джирая, сидящего там, и она начинает паниковать и убегает обратно внутрь. Вскоре Чифу следует за ней и поднимается по лестнице, а Кьюки выбегает, обнимает ее и говорит, чтобы она перестала встречаться со старшеклассниками, иначе они убьют ее. Превратить ее в извращенную неудачницу, такую же, как Джирай. Чифью говорит ей, что она не остановится, и что ей нравится играть с ними, и что ей тоже нравится играть с ней, но Кьюки не купилась на это и в гневе уходит из дома. На следующий день после уроков Чифью и Джирай сидят на скамейке и пьют газировку. Чифью говорит, что и сегодня ей не удалось наладить их дружбу, и что Кьюки игнорировала ее весь день. Она отказалась чинить свой лук и не ела свой зеленый перец во время обеда, и теперь ей придется отправиться в Африку и купить себе новый. Джирай смотрит на нее и спрашивает, серьезно ли она это говорит, но она говорит, что чтобы заставить всех нажать кнопку «Мне нравится». Она скажет, что это была шутка и никто не может заменить Кьюки. Она начинает торговать тем фактом, что возможно она никогда больше не сможет подружиться с Куки, но потом Юри садится перед ней и склоняет меня, как своего рыцаря. И говорит, что он вернет ей ее друга и ей не о чем беспокоиться. С этими словами Шифу возвращается в литературный кружок, а Джирай выходит за пределы школы Кьюки Пиама, чтобы встретиться с ней там. Она выходит, мгновенно пугается при виде его и спрашивает, не преследует ли он ее, но он говорит, что Шифу рассказал ему о своем расписании. И ему просто нужно, чтобы она слушайте его, пока не прибудет следующий автобус. Они идут к автобусной остановке и разговаривают по дороге. Юрай говорит, что у каждого есть какие-то секреты, которые они не могут рассказать другим, и это справедливо и для лучших друзей. И Кьюки говорит, что она это понимает, но все равно не любит, когда Сифу что-то скрывает от нее. Затем он говорит, что раскроет ей их секрет, но она должна пообещать, что никогда не выдаст его, и что Чифью действительно ценит ее как друга. С этими словами он надувает ее и говорит, что на самом деле он лоликонский извращенец, и Чифью играет с ним, чтобы она могла наблюдать за ним, над ним и не дать ему превратиться в угрозу для общества. Услышав это, Кьюки смотрит на его тупое лицо и недоумевает, почему он так гордится этим, но затем Сатоми-сенсей приезжает с Чифью на своей машине, дарит Кьюки подходящую мягкую игрушку и просит ее снова стать ее другом. Кьюки обнимает ее, и они наконец-то помирились. На следующий день Джира заходит в клубную комнату, и другие дразнят его за новые прозвища рыцарь Лоликона и Лоли Синс. Но он игнорирует их как скромный ребенок и продолжает восхвалять Чифу, чтобы сделать ее счастливой. После этого он спрашивает ее, почему она планировала бросить школу, и она рассказывает, что в отличие от не очень умных людей, смотревших это видео, она училась самостоятельно, поскольку хочет пропустить занятия и как можно скорее поступить в старшую школу, чтобы быть равной им всем и добившейся своего положения повелителя ветвей. Несколько дней спустя Джирай заходит в клуб с массивным красным футляром для гитары. Он садится на стул и пытается привлечь внимание окружающих, но все они намеренно игнорируют его. Однако довольно скоро Хатока заговорит
заговаривает и спрашивает его, что это такое. Тамайо говорит, что они намеренно пытались игнорировать его, чтобы он не позволил этому забраться себе в голову, и скорее всего он купил это. Потому что подумал, что было бы круто войти с гитарой, даже несмотря на то, что он не знает, как в нее играть. Драй сразу же начинает действовать и спрашивает ее, откуда она знает, что внутри есть гитара, ведь внутри может быть все, что угодно, пока это не будет замечено. Точно так же, как доказала задница лорда Шредингера. Тамоэ смотрит на него безразличным взглядом, а затем позволяет ему открыть коробку, чтобы показать красную гитару внутри. Он называет ее Infinity Maria, и в этот момент Шифу тоже входит в комнату и спрашивает его о гитаре. Она спрашивает его, можно ли ей взять ее, но Шифу говорит, что она не может, и что он не скупится, просто Мария его вторая половинка. Половину, и он не может позволить никому заполучить ее. Услышав это, она попросила его на мгновение закрыть глаза, а затем воспроизвела гитару и попросила его выбрать настоящую. Она сказала, что он может выбрать правильную гитару, сломав другую, и Юри попытался проявить смекалку, поднял их обе и разбил об пол. На пол. Он говорит, что Чифую была очень умной, и они оба должно быть притворяются, но она говорит, что поступила честно и просто разбила его милую Марию Тян об пол. Джирай падает на колени и начинает рыдать над разбросанными осколками, а Сеюми ждет, пока он закончит свою драму, прежде чем вернуть гитару на место. После школы он выходит с Хатако, но понимает, что забыл свой рюкзак в клубной комнате и говорит ей продолжать без него. Затем он спешит обратно, но то, что он видит там, сильно удивляет его. Внутри комнаты Тамайо играет, притворяясь точно так же, как в свои школьные годы, и оказывается, что на самом деле она ответственна за то, что Джурай стал таким, какой он есть. Поскольку он идеализировал ее детскую фазу, в то время как она выросла и он единственный, кто знает о ее темном прошлом. Он заходит и говорит, что счастлив найти товарища, который увлекается священным искусством кибологии, а затем говорит ей, что он был там, чтобы вернуть свой рюкзак. Он наклоняется, чтобы поднять его, и видит экран ноутбука Тамайо как раз перед тем, как она захлопывает его. С красным лицом она спрашивает его, видел ли он что-нибудь, и он спрашивает, имела ли она в виду настоящий самый посещаемый веб-сайт в мире, но она говорит, что не так ли, и он начинает зачитывать историю в стиле атаку, которую он прочитал на экране. Она спрашивает его, как ему вообще удалось прочитать все это за 2 секунды. И он улыбается ей в ответ за то, что она недооценила шаринганы, которые он активировал, став свидетелем печальной кончины своей социальной жизни. Она начинает душить его, чтобы предотвратить утечку ее секрета, и спрашивает, почему он ведет себя так спокойно. И если он хочет посмеяться, он может это сделать. Но он говорит ей, что нет ничего смешного в том, чтобы стать автором легкого романа, когда она понимает, что говорит к самому повелителю ветров и находит утешение в этом факте. Они говорят о своих мечтах и увлечениях, и Тамайо говорит, что она провалила 2 последних конкурса подряд, и хотя у нее есть сверхспособность контролировать время, она не может даже написать приличный легкий роман, и ее способности не исправят ситуацию в ее семье, и Джурай спрашивает ее, хотела бы она этого. Лучше обладать этими способностями, чем контролировать время. Затем он встает и начинает петь какую-то мелодию, высвобождая свою силу, чтобы создать шар черного пламени. Он говорит ей, что это выглядит круто, и в конце концов это все, что имеет значение, и они не должны унижать себя или перегружать себя ненужными стандартами. Услышав это, Тамайо снова чувствует себя счастливой и уверенной в себе и спрашивает его, почему он все время ведет себя глупо, когда может быть таким серьезным в такие моменты. И он говорит, что он всегда серьезен, как того требует его величественная светлость. Тем временем Хатока, которая ждала его все это время, в конце концов сдалась и вернулась домой одна. На следующий день Тамоэ, как и многие миллениалы, не отрывалась от своего телефона и была чем-то взволнована. Во время ланча Джире спрашивает ее об этом, и она рассказывает, что ей удалось пройти первый тур одного из конкурсов легких новелл, на который она подала заявку. И Джире говорит, что это было очень важно. Призывает к празднованию. Она говорит ему, что не говорила об этом никому из их группы, но он говорит, что все еще может угостить ее, и просит назвать все, что она хочет съесть. Она заказывает специальный торт, который продается в обеденное время в этом кафе, и они решают пойти туда вместе на выходные. Вскоре наступает день, и Тамайо начинает беспокоиться о том, что надеть, но в конце концов позволяет себе успокоиться, так как это всего лишь Джирай, и она не хочет выглядеть слишком напористой. С другой стороны, она также беспокоится о том, что на нем надето что-то слишком вульгарное, и она не хочет гулять с ним в публично. На следующее утро они встречаются, чтобы устроить ей сюрприз. Джире носит обычную одежду, и он говорит ей, что ему не разрешается выбирать себе одежду, и его старшая сестра делает это за него. Они идут в кафе, и Джире начинает с одного из самых важных вопросов в жизни: сколько раз нужно человеку, чтобы посетить кафе? Кафе, прежде чем они смогут заказать что-нибудь обычное. После этого он предлагает им купить пару фирменных пирожных со скидкой на 2 торта, и даже заказывает двойной эспрессо для себя, чтобы выглядеть круто, потому что почему бы и нет. После этого они посещают магазин аниме и манги и заканчивают день какими-нибудь сладкими напитками. Юрай говорит, что ему было весело, и надеется, что ей тоже понравилось угощение. А затем они оба возвращаются домой. Но чтобы немного сгладить сюжет, мимо случайно проходит Хатока. И она видит их обоих вместе. А теперь давай отложим Хатока на второй план и сразу перейдем к празднованию дня рождения Дзиры. Все члены литературного клуба держали это в секрете от него и создали игру, в которой они сами стали персонажами, а Джирай героем. Ему это нравится, и они поздравляют его с днем рождения, доводя до слез. На следующий день Саюми отсутствует в школе, и все они задаются вопросом, не сказалась ли на ней чрезмерная работа над игрой, и она заболела. Чтобы компенсировать это, они решают послать представителя своей группы проведать ее, и победителем оказывается Будь Джирай,
потому что она действительно усердно трудилась ради него. Позже в тот же день он подошел к ее дому, и оказалось, что она живет в большом особняке. Если раньше это не было очевидно по ее обширным участкам, то теперь стало ясно, что она богата. Джирай звонит в колокольчик, и в конце концов его встречает сама Сёюма, которая носит очки и выглядит совершенно мило. Он заходит, она наливает ему чаю, и они обсуждают ее здоровье. Джирай отмечает, что она хорошо выглядит в очках, а ее повседневная одежда также выглядит мило, заставляя ее краснеть. Как раз в этот момент входит младшая сестра Сауми Майя и поздравляет свою сестру с тем, что она наконец-то нашла себе мужчину. Сауми учит ее и извиняется за свое поведение, но потом она приносит свой выпускной альбом средней школы, и они оба начинают рассматривать ее старые фотографии. Она рассказывает ему, как ее покойная бабушка советовала ей стать порядочной женщиной, и именно поэтому она всегда изо всех сил старается быть порядочной и идеально. Рассматривая фотографии, Джурай замечает, что она была президентом студенческого совета, и спрашивает ее, почему она не пошла на эту должность в старшей школе. Но она внезапно опускает глаза и говорит ему уйти, так как он чувствует сонливость из-за лекарств. Джирай задается вопросом, не сказал ли он что-то, что разозлило ее, а затем тихо уходит. На следующий день Сиюми не приходит в клубную комнату после занятий, и Джирай начинает беспокоиться о ней. Он звонит своей младшей сестре и спрашивает ее о Сиюми, и не выглядела ли она злой вчера после его ухода. И говорит ей, что ему захотелось этого после того, как он упомянул позицию студенческого совета. Президент. Она рассказывает, что в средней школе она была идеальным президентом, но из-за этого она часто вступала в споры с другими членами совета, и это приводило к тому, что все рушилось. Именно поэтому она решила создать идеальный студенческий совет в старшей школе. Услышав это, Драй задается вопросом, почему она тогда не стала президентом, и идет к Мир и спрашивает ее об этом. Мир говорит ему, что она тоже задавалась этим вопросом в течение довольно долгого времени, но это может быть связано с ее способностями и ее связью с членами литературного клуба. Члены клуба. Возможно, она отдает приоритет своим отношениям с ними, а не тому, чтобы стать президентом студенческого совета, и затем он спрашивает ее, когда были выборы в студенческий совет. И она говорит ему, что вы должны были подать заявление до сентября, а выборы состоялись примерно в середине октября. Именно в этот момент он начинает вспоминать то время и вспоминает, что это было примерно в то время, когда они впервые получили свои способности. И Саюми предложила стереть все их способности, используя свой путь происхождения, поскольку это лучший вариант для них вернуться к нормальной жизни старшеклассников. Чури выступает против этой идеи и вызывает ее на поединок, чтобы решить, что они будут делать. Они сражаются друг с другом за школой, полностью используя свои способности. Во время их битвы Джирёк начинает с повторения своего священного писания Вии, чтобы активировать свою способность. Но Сёюми не ждет, пока он закончит, как все пятиглавые злодеи в Dragon Ball Z, которые позволяют своим враги заряжаются энергией на несколько часов. Она продолжает избивать его и восстанавливать его с помощью своих способностей, и каждый раз он останавливает его в перерывах между пением. Однако Юрик оказывается массажистом, которому нравится, когда на него наступают, особенно если это Сиюми, и он говорит, что не знает, когда отказаться от Датбао. Затем он просит ее позволить ему закончить свое заклинание, и в конце концов высвобождает свою способность Dark and Dark, чтобы создать точку желания Аматераса, которую он получил из списка Крейга и отправил с Алиэкспресс. Сёюми просто использует свои боевые искусства и усмиряет его, а затем говорит, что теперь, когда он раскрыл свои способности, он не должен ни о чем сожалеть. И использует свою силу, чтобы вернуть его в исходное состояние. Она думает, что это уничтожит его способности, но к ее удивлению этого не происходит. И она спрашивает его, знал ли он уже об этом. Он говорит, что возможно, как только он получит ее силу, ей будет трудно рассматривать это как неоригинальную часть. О себе самой, и то же самое можно сказать о ее отношении к другим. И именно поэтому она не может стереть их, так как считает их частью оригинала. Она спрашивает его, почему он так часто дрался и получал по заднице, и он начинает думать о том, чтобы сказать классную вещь. Поскольку он не может сказать ей, что он просто ей нравится, когда на нее наступают. Он наконец заговорил и сказал ей, что хотел бы, чтобы у него была возможность остаться таким, как было бы лучше для них всех. Она говорит, что не может доверять никому или себе эти способности, и боится думать о том, что кто-то из них может стать негодяем и использовать свои силы во зло. Джирай подходит к ней и говорит, что это не обязательно должно быть страшно, и говорит, что он покажет ей способ справиться с этим. Играйте с ними и получайте удовольствие, и это вселяет в нее надежду, зная, что среди них Джирай, вероятно, больше всех знает о вредном потенциале их способностей. Возвращаясь к настоящему, Джирай возвращается домой к Сиюми, чтобы извиниться перед ней, так как он думает, что она не вступила в студенческий совет из-за него и их ссоры в то время. Сиюми подходит к нему сзади, и они оба садятся и обсуждают это. Он рассказывает ей все и спрашивает, не сошла ли она с ума, и она говорит, что это не так, и что это было недоразумение, и что она действительно чувствовала сонливость из-за лекарства на днях, и именно поэтому она сказала ему об этом, чтобы он ушел. Сразу после этого она отправилась спать, а сегодня не смогла прийти в клубную комнату, так как ей нужно было сходить за новыми линзами. Затем она также показывает ему квитанцию из магазина и говорит, что никогда не может злиться на него, потому что знает, что он сделал все это ради нее. Ради нее, и он также дал ей надежду. Она говорит, что не вступила в студенческий совет, потому что делала это в средней школе для определенного человека и в старших классах. Она снова собиралась сделать это по эгоистичным причинам. По ее мнению, это не так, как должно быть, и поэтому она выступает против этого. Джерри повторяет слова своей бабушки о том, что женщина должна быть правильной, а затем говорит, что кого волнует, если они неправильные, потому что никто не идеален, а она и так прекрасна такой, какая она есть. Услышав эти слова, Саюми поняла, что в словах ее бабушки было нечто большее, и они звучали примерно так: «Стань достойной женщиной. И тогда ты обязательно найдешь кого-то, кто скажет тебе, что не быть достойной – это нормально».
Она говорит, что никогда бы не подумала, что именно он скажет ей эти слова, и что она действительно понимает их значение. Когда все недоразумения разрешились, все возвращается на круги своя, и позже в тот же день мы видим, что у Сёюми тоже есть чувство к Джираю. А теперь давайте перенесем Хатока с заднего плана на передний план. Она подруга детства Джираи, которая провела с ним больше всего времени в группе. Она всегда оставалась рядом с ним, но к несчастью для нее она просто обычная девушка. Она любит проводить время с Юри и тоже сочувствует ему, но ради всего святого она не может понять, что такого классного в том, чтобы притворяться, что у нее болит правая рука, и писать слова на одном языке, и читает их по-другому, как какой-нибудь психопат. Увидев, что Джирай проводит все больше времени с Томайо, она начинает ревновать, и ее неспособность понять его, несмотря на то, что она знает его дольше всех, также истощает ее терпение. Однажды утром сестра Джирай будет его и говорит, чтобы он позвал свою рабыню Атока сегодня вечером, так как их родителей не будет дома. А она не хочет умереть, съев какую-то слизь, которую они готовят. Она думает также и говорит, что поговорит с ней на уроке и готовится идти в школу. По дороге в школу он встречается с Хатоко и просит ее прийти приготовить для них сегодня вечером, и они решают приготовить мясо с картошкой без картофеля и овощей. Она чувствует себя по-настоящему счастливой и посещает все занятия с улыбкой. После занятий все они садятся за свои клубные занятия, и их основная тема – легкие романы. Все они выбрали свои темы и выложили свои работы, но Томайо говорит, что ей ничего не пришло в голову и извиняется за то, что ничего не написала. Саюми говорит, что все в порядке. После окончания школы Джирай говорит Хатоко, чтобы она продолжала, так как ему нужно кое о чем поговорить с Томайо. Хатоко грустит, но все равно уходит и идет к себе домой одна. Вернувшись в клубную комнату, Джирай притворяется, что играет с Томайо и разыгрывает воображаемый комбо-ход с ними в паре. Она спрашивает его, зачем он это делает, и говорит, что ей не так уж грустно, что она осталась, чтобы поиграть с ним в воображаемые миры, и что у нее есть работа, которую нужно выполнить. Делай то же самое. Он говорит, что причина, по которой он попросил ее остаться, заключалась в том, что он знает, что она чувствует себя подавленной из-за необходимости написать что-то плохое или не соответствующее ее стандартам. И именно поэтому ей не удалось написать эссе, хотя она, вероятно, лучший писатель среди них. Она спрашивает его, как он узнал об этом, и он отвечает, что это заговор. Он помогает ей обрести уверенность в себе и спрашивает, что ее беспокоит, а она показывает ему свой новый роман «Лайт» и рассказывает, что у нее возникли проблемы с поиском подходящих имен для главных героев. После этого Джирай возвращается домой, и Хакото встречает ее с едой на плите. Она спрашивает его, почему он так долго отсутствовал, и отмечает, что он обменивается сообщениями на своем телефоне. Она спрашивает, была ли это Томайо и о чем они говорили, а он отвечает, что она не поймет, и говорит, что в этом не было ничего особенного. А теперь давай расскажем немного предыстории. Давным-давно, еще до того, как Джирай пробудил в себе рис завоевателя и собирал девушек для своего клуба, как какой-нибудь тренер покемонов, у него был только Тока. Она всегда была немного трусливой и с трудом понимала вейбонский язык и культуру атаку, но единственным человеком, который всегда был рядом с ней, была Ширай. Они стали хорошими друзьями и всегда оставались рядом. Но со временем стало до боли ясно, что они не подходят друг другу. Он был слабоумным, а она была настолько нормальной, насколько это вообще возможно. Несмотря на все это, она всегда сохраняла свою улыбку и изо всех сил старалась найти счастье в его счастье. Но теперь, когда Джирай говорит, что она не поймет его, она чувствует себя по-настоящему обиженной. И из-за всего, что происходит с Томайо в последнее время, она срывается на нем и начинает плакать. Она говорит ему, что не понимает его слабоумия, и по-детски притворяется, что хочет, чтобы он объяснил ей это. Объясните ей все так, чтобы она поняла, а затем выбегайте на улицу. Джирай бежит за ней, но уже слишком поздно, и в конце концов он сталкивается с Сагами, который спрашивает его, искал ли он Хатоко, когда она некоторое время назад пробегала мимо него в тапочках и кухонном фартуке. Они обсуждают то, что произошло, и Сагами говорит ему, что это было как раз вовремя, так как рано или поздно это должно было произойти. И что это было совершенно очевидно, поскольку кто-то наблюдал за ними со стороны. После этого Драк начинает искать ее, но не находит и тоже падает. Он зовет Майо и Сёюми на помощь и заставляет их тоже выйти, чтобы помочь найти его первого раба и повара, который убежал в своем кухонном фартуке и оставил еду на плите. Они все ищут ее часами, но так и не могут найти. И именно тогда Саюми говорит, что возможно пришло время использовать вторую эволюцию своей силы, чтобы заставить их задуматься об этом. Тем временем Хатоко наконец успокаивается и начинает корить себя за то, что она сделала, и за свою неспособность понять свою подругу детства. Она чувствует себя по-настоящему подавленной, и именно тогда она сталкивается со старшим братом Ишкидом Томайо Хадзимом. Он просит ее сесть рядом с ним и рассказывает ей о таких бредовых слабаках, как Юри, и о том, что они представляют собой парадокс. Они хотят, чтобы их понимали, но в то же время они хотят сохранить элемент таинственности в своем характере. С этой целью наличие друга, который не понимает их полностью, но все же подогревает их вымышленным сценарием, является необходимостью для их существования и успокаивает ее, что Юри никогда не будет думать о ней хуже и что вы, должно быть, очень цените ее. Услышав все это, Атока снова чувствует себя счастливой, но как раз в этот момент мы видим группу людей, идущих к ним. И Хадзим встает, говоря, что у него было как раз достаточно времени, чтобы задержать ее, а затем усыпляет, используя свою собственную особую способность. Пришло
время немного вернуться назад, к тому времени, когда Хаджи Мурат I посетил комнату литературного клуба и встретил Джираи. Оказывается, в этом мире существуют феи. Это волшебные существа, которым нравится заставлять людей сражаться друг с другом ради развлечения, делая ставки на победителей и наслаждаясь своим временем. Это называется войной фей, и прямо сейчас идет третья война фей. Чтобы сделать все более захватывающим, феи пробуждают в людях память и способности, чтобы они могли устроить яркое шоу, и именно так Юрий и другие тоже получили свои способности. Согласно правилам войны фей, проигравшие будут возвращены в свое обычное состояние, а все их воспоминания о силах и битвах будут удалены. Среди 1000 участников последние 8 будут вознаграждены правом загадать любое свое желание, и это все. Почему они все участвуют в этом? Это по сути серия «Судьба», но без значимых смертей, и они также исправили ошибку в Святом Граале. Хаджим – один из этих участников, и он сформировал собственную команду под названием Fallen Black. Наша история начинается с того, что Хаджиму бросает вызов один из участников, которого группа под названием F посылает победить его. Хаджим стоит перед ним в изолированной зоне для боулинга и образует вокруг него круг. Он говорит, что во время боя вы даже не будете использовать его способности. И не сделаете ни шагу за пределы этого круга, чтобы доказать, насколько они были далеки друг от друга с точки зрения грубой силы и навыков. Его противник, Тохай, чувствует себя по-настоящему оскорбленным и бросается на него со всей силы. Но затем Хаджим выходит за пределы круга и наносит ему смертельный удар прямо в его уродливое лицо, отчего тот отлетает на несколько метров. Тохай говорит, что он нарушил свое обещание, и Хаджиум объясняет ему правило 21. Никогда не доверяй обещаниям своего врага во время битвы. После этого он использует свою особую способность «Точечная бездна», чтобы создать маленькую черную дыру и засосать его внутрь, не оставив после себя ничего от него. После этого он выходит и садится в машину со своим напарником, наблюдая за тем, как он возрождается без своих воспоминаний и способностей. В машине Хаджун разговаривает с Хитоми и их другом феей Раем о войне фей. Вернувшись на свою базу, Рай показывает, что они наконец-то нашли базу F, и это будет самое подходящее время для них, чтобы атаковать и сокрушить их. Затем она жалуется на то, что высшие чины не решаются сокрушить F, поскольку их главная цель – положить конец войне фей и уничтожить их. Хаджим говорит ей, чтобы она прекратила использовать коварную тактику, поскольку он знает, что единственная причина, по которой они раскрывают ему местоположение базы S, заключается в том, что он уничтожит их, и это будет слишком удобно для них. Он подозревает какие-то внутренние разногласия между феями, а затем говорит, что он не возражает против этого, но согласно человеческим обычаям. Они должны, по крайней мере, должным образом обратиться с просьбой и сказать «пожалуйста». С этими словами он выходит на улицу и направляется в свою старую школу, просто чтобы передохнуть. Там он встречается с Джирой, и мы все знаем остальное. Тем временем мы видим, как Ридиер разговаривает с Натами о ее желании также не подвергать опасности Хаджиму. И в конце концов она говорит, что пошла бы и уничтожила F вместе с остальной командой, ничего не сказав Хаджиму. Мы также встречаемся с другими членами группы, включая Юдзана, у которой есть способность распространять свое расстройство множественной личности на других людей, таких как коронавирус Янаджи, у которого есть способность создавать измерения между измерениями. Шуба, у которого есть способность уничтожать ядра чего-либо или кого-либо, кого он режет своим ножом Аки, который обладает способностью узнавать все о способностях других людей, просто глядя на них, в то время как Хитоми обладает способностью погружать других в дзиндзюцу и наделять их статусом путаницы из игр про покемонов, позволяя им смотреть на ее левый глаз. Она также может наделять этой способностью других. Собравшись все вместе, они планируют проникнуть на базу ночью и напасть на нее, а затем ворваться внутрь после того, как избьют нескольких НПС у ворот. Однако, когда они входят, они обнаруживают, что все вокруг в беспорядке, и встречаются с девушкой, которая сидит на вершине обломков. Ее зовут Система, и она известна как секретное оружие формы. Аки использует свои силы, чтобы оценить свои способности, и мгновенно теряет рассудок, когда осознает, что обладает силой бога, которая позволяет ей создавать и использовать любые способности, которые она пожелает. Она прыгает в воду и пытается напасть на Атоми, но как раз перед тем, как ее кулак отправляет ее в другой мир, Хадзими появляется на сцене и блокирует ее своей силой притяжения. Она спрашивает его, почему он останавливает ее, ведь именно он сказал ей уничтожить F в первую очередь. И он говорит, что они не из F и на самом деле являются частью его собственной группы. Все смотрят на них в замешательстве. И оказывается, что Хаджим пришел туда раньше них и подружился с Кистой, угостив ее конфетами и заставив присоединиться к их банде в качестве нового члена. После этого он приказал ей уничтожить F, а затем сказал им всем, что уходит, и ушел. Хитоми пытается остановить его, но понимает, что он на самом деле ранен и истекает кровью. Поэтому она отпускает его, и он говорит ей молчать об этом. Несколько недель спустя мы видим, что Хаджим повредил глаз, когда спал в контактных линзах, и ему запрещено носить их, пока они не заживут. Вставай. Он начинает думать о том, как быстро вылечить глаз, и сразу же вспоминает о банде Юри, которую он назвал «Дети-девственницы». Какое прекрасное название, не так ли? Он решает похитить одного из них, который обладает способностью исцелять других, но случайно похищает Тока. Его друзья ругают его за эту ошибку, и они позволили ей спать в кровати, надеясь, что ее друзья придут, чтобы спасти ее. С другой стороны,
Саюми говорит всем вернуться в литературный клуб, и они тоже вызывают Чифу. Она начинает выкрикивать их имена, требуя, чтобы они пришли, и говорит, что Хатако там нет, а у нее литературный клуб. Это не их первоначальное состояние. Чтобы вернуть все в нормальное русло, она использует вторую версию своей способности АО «Путь к истокам» круг Араборо и возвращает их состояние привести в норму, вызвав Хатоко в ее кресле. Она просыпается и приветствует всех с добрым утром. Они говорят ей, что уже почти ночь, и Джирай извиняется перед ней за то, что заставил ее чувствовать себя такой грустной и обременительной таким образом. Тамайо тоже встает, осознает напряженность и рассказывает всем о своих попытках стать автором легких романов. Она говорит, что хотела держать это в секрете от всех, пока не добьется каких-то значимых результатов, но жираф узнал об этом раньше. И она не хочет, чтобы это вызвало какие-либо проблемы. Неприятности для кого угодно. Хатоко тоже все понимает, и тогда Джирай просит ее продолжать быть его другом, и она берет его за руку, говоря, что она теплая, совсем как в их детстве, когда он приходил спасать ее, когда она чего-то боялась и пряталась под лестницей. Когда все возвращается на круги своя, Чифью достает пакетик чипсов и просит Джирагу открыть его для нее. Он встает на стол и начинает тянуть его как шут, но затем его рука начинает гореть черным пламенем, и оказывается, что он разблокировал вторую стадию игры. И его собственные способности тоже. Он поднимает руку и выпускает в потолок струю горячего черного пламени, что приводит его в возбуждение. Но затем он начинает кричать от боли, когда понимает, что его рука тоже горит. А теперь позвольте мне оставить всех вас в напряженном ожидании его пробужденной силы и пропустить несколько недель вперед. Тамоя наконец-то закончила набросок своего легкого романа, над которым она работала, и она отдает его Джираю для получения некоторой обратной связи. Он говорит, что был бы рад помочь ей в любое время, и она говорит, что в такие моменты она счастлива, что он на самом деле хороший человек. Он дразнит ее, спрашивая, следует ли ей так обращаться к тому, кого она просит о помощи, и она начинает извиняться. Он задается вопросом, почему она решила, что он говорит серьезно, и она говорит, что на самом деле она действительно уважает его и считает, что он действительно потрясающий за то, что упорствует в своем бредовом поступке, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся из-за этого. Джирай в ответ говорит, что он не считает себя таким уж настойчивым. И на самом деле в 8 классе их средней школы было время, когда он подумывал о том, чтобы выйти из этой бредовой фазы. Но затем у него произошла преданная встреча с девушкой, которая была такой же, если не большей, помешанной на психике, чем он сам. Она носила белый парик и называла себя злой калекой, и Тамайо начинает вспоминать свои темные времена, говорит ему замолчать и убегает. Оказывается, он не знает, что той девушкой на самом деле была Тамайо. Тем временем, вернувшись в комнату Хитоми, Усана и Янаджи обрабатывают записи с камер наблюдения, чтобы убедиться, что никто не сбежал с их миссии по уничтожению базы С. Оказывается, что одной женщине удалось сбежать через заднюю дверь, и чтобы все исправить, они решают просто удалить файл и надеяться, что Хаджим об этом не узнает. Несколько дней спустя Джирай и остальные вместе готовятся к экзаменам. Джирай докучает всем своими методами игры в иллюзию, притворяясь, что учится, и Тамайо пытается заткнуть ему рот свернутой книгой. Но это только заставляет его говорить еще больше как мазохистского слабака, которым он и является. Саюми советует ему не отвлекаться и во время учебы, и он говорит, что похоже ему снова придется использовать свою пробудившуюся силу. Остальные сразу же злятся на него и говорят, чтобы он никогда не думал об этом даже в шутку, и заставляют его пообещать запечатать свою силу. Навсегда. Позже, во время занятий в клубе, он расспрашивает некоторых о ее оценках в школе. Она говорит, что они вполне нормальные, и он спрашивает ее о ее результатах на последнем тесте по математике. Она говорит, что получила 0, и это заставляет его по-настоящему волноваться. Затем она добавляет, что до этого она получила 100 баллов, и что ее мозг работает по-разному в зависимости от того, как она себя чувствует в тот день. После этого она спрашивает его о его оценках, и он говорит, что он тоже довольно нормальный и, возможно, немного выше среднего. Она спрашивает его, кто умнее, он или Хатоко, и он спрашивает ее о ее оценках за последний промежуточный экзамен. Хатоко говорит, что она заняла 32 место, а Юри 38. Услышав это, Тамайо по-настоящему удивляется и огорчается одновременно, понимая, что он набрал больше очков, чем она. Она показывает, что ее рейтинг составляет 88 место, что находится прямо посередине с общим количеством студентов в их классе. Наконец, Шифу спрашивает Суюми о ее результатах, и она говорит, что она была второй, а Мари первой, но они оба продолжают чередовать каждый второй экзамен. При всем том, что Эйвен открыт, очевидно, что Тамайо самая тупая тыква в комнате, и она начинает учиться как кролики, чтобы убедиться, что она справится. Не зацикливается на слухах о том, что он тупее Джираи. Чтобы помочь ей, Хатоко предлагает позаниматься с ней позже. Позже тем же вечером они вдвоем сидят в кафе и занимаются за чашечкой кофе, и Хатоко спрашивает ее о некоторых сорняках, которые использует Джирай. Она объясняет их легко, как будто шкаф сплетает ее саму, и Хатоко поражена тем, как легко она может понять Джираи. Скоро их экзамены подойдут к концу, а Джира по-прежнему набирает больше баллов, чем Тайома. После уборки в их клубной комнате он спускается вниз, чтобы вынести мусор, и Шифу тоже помогает ему. Как только она садится, она задает ему один из самых важных вопросов в жизни. Курги – это еда или питье? Проведя аналогию, которую мне лень объяснять, она дает ему понять, что хотя она наслаждается летними каникулами, ей будет грустно, потому что она не сможет быть с ними. Затем она просит его пригласить ее в бассейн, когда они будут свободны во время отпуска, и это снова делает ее счастливой. Несколько дней спустя ФБР получает предупреждение о том, что Шифу чувствует тяжесть
тяжесть и тепло на сердце, и обсуждает это с Кьюки. Она спрашивает ее, когда ей захочется этого, и та отвечает, что это происходит, когда она разговаривает с Джирай. И Кьюки понимает, что она должна защитить свою лучшую подругу от низменных людей. Извращенец любой ценой. Пока все готовят, Саюми остается самой нелюбимой героиней в гареме. Она идет в ванную и размышляет о том, стоит ли надеть очки, так как Джирай сказал ей, что она хорошо выглядит в них. Затем входит Сагами и говорит, что он знает, что она любит Джирай, и как наблюдатель он хочет, чтобы она переспала с Джирой, чтобы он мог извлечь из этого хорошую историю. Она хочет разозлить всех вас, кто смотрит это видео, и хочет доставить удовольствие всем умственно отсталым, которые хотят, чтобы она наступила на них. Он выбрасывает ее очки в мусорное ведро и говорит ей, что по законам аниме девушка, которая носит очки, всегда является второстепенным персонажем. Так что если она хочет стать подопытным кроликом Уизли для своего волосатого Джирай, тогда она должна взять его за руку и позволить ему превратить ее в главную героиню. Тем временем Хакота и Томайо сидят вместе, и Хатока спрашивает ее, может ли она обсудить что-нибудь о любви. Во-первых, она спрашивает ее, любит ли она кого-нибудь, а Томайо отвечает, что нет. Ты говоришь прямо как истинный сандиер. После этого Хатока признается, что влюблена в Юри, и она хотела сказать ей об этом как человеку, который знает его лучше всех, потому что она сама знает его самое меньшее. Затем она снова спросила ее, любит ли она кого-нибудь, чтобы заставить ее принять свои чувства или позволить ей заявить права на Джирай для себя раз и навсегда. Тем временем сам Джирай просто в восторге от летних каникул и наслаждается ими в полной мере. Теперь пришло время немного поработать с фанатами. Летние каникулы начались, и на первом месте у нас Чифью и Кьюки. Они приглашают Джирай в бассейн, как и обещала Чифью перед началом их каникул. В этот день у Кьюки есть только одна цель – разрушить имидж Джирай в глазах Чифью, чтобы она поняла, насколько плохим человеком на самом деле является этот ничтожный извращенец. Ее первая идея заключается в том, что никому не нравятся скупые мужчины, и поэтому она планирует заставить его покупать им много еды, пока у него не начнет болеть кошелек. Но к ее удивлению, он покупает им огромное количество еды, и их желудки раздуваются как арбузы еще до того, как его кошелек вспотеет. Затем ей приходит в голову мысль, что никому не нравятся неудачники, и поэтому она решает разыграть Джигу Чада и надеть его на голову. Это делает его неудачником. Она находит мистера Мускула, загорающего у бассейна, и решает подойти к нему поближе, но потом понимает, что на самом деле она очень застенчива и боится людей. И начинает плакать, когда большой мужчина встает и спрашивает ее, может ли он проводить ее в центр помощи потерянным детям. К счастью для нее, Джори находит ее и приходит на помощь, что делает его только лучше. В конце концов, она решила выставить его похожим на тупую обезьяну, заставив принять участие в детском конкурсе викторин животных. Все они выстраиваются в очередь за кубиками, и главный приз за ответы на все вопросы Райта оказывается большим внедорожником. Второй приз – плюшевый кит, и Шифу, похоже, он нравится больше. Они начинают отвечать на вопросы, и Шифу удается ответить на все 7 вопросов подряд. Когда осталось всего 3 команды, ведущий начинает задавать более сложные вопросы и задает вопрос по физике для 8-го номера. Все понимают, что у них никогда не было шанса выиграть приз, но к всеобщему удивлению жираф достает ручку и отвечает правильно благодаря тому, что он знает тонны случайных чисел. Факты благодаря его вибологии. Он легко отвечает на последние 3 вопроса и выигрывает главный приз, но затем подходит к плюшевому мишке и говорит, что возьмет его вместо него и отдает Чифью. На обратном пути Кьюки начинает задаваться вопросом, действительно ли Чурай порядочный парень, и думает, что возможно она волновалась без причины. Чифью крепко спит, и Чурай просит ее оставаться ее другом, поскольку он и все остальные в литературном клубе считают ее товарищем. И они не смогут, чтобы проводить с ней столько же времени, когда они закончат школу. Кьюки говорит, что ему не обязательно спрашивать ее об этом, потому что она останется ее лучшей подругой, несмотря ни на что. Несколько дней спустя Джирай покупает мангу, и ему звонит Саюми. Она звонит ему возле аквапарка и говорит, что ее сестра отменила встречу с ней в последний момент, и ей было бы неловко заходить туда одной с билетом этой пары. Джирай говорит, что все в порядке, и заходит вместе с ней. После этого они расходятся у раздевалки, и как только Джирай оказывается внутри, Сагами выходит, и мы видим, что это его план. Он говорит ей пойти и надеть купальник, который он приготовил для нее, но ей не нравится, что он играет с ней в кукловода. После того, как она оделась, она выходит, и он говорит ей, что она должна быть осторожна, так как купальник становится прозрачным, если намокнет. А затем делает, она убежала с водяным пистолетом. Затем Сёюми встречается с Шури, и он хвалит ее за то, что она пожертвовала собой ради обслуживания фанатов, а затем просит ее помочь ему научиться хорошо плавать. Однако единственное, о чем она думает, это не промокнуть насквозь, и она активирует ультраинстинкт, чтобы убедиться, что она в своем уме. Отличная форма. Они разминаются, играют в бассейне и преодолевают различные полосы препятствий, но ей удается преодолеть их все, не промокнув, и это делает ее еще более привлекательной. Все аплодируют ей. Но тут мимо проходит пара детей с водой и обливает ее, что приводит ее в замешательство. Она смотрит вниз и понимает, что Сагами солгал о том, что она прозрачная, а затем возвращается, чтобы ударить его. После этого она говорит ему, что ей надоело быть его марионеткой, и говорит, что теперь она будет играть честно, и уходит. Сагами говорит, что в конце концов ему не удалось добиться своего, и он решает обратиться за помощью к команде сверхспособностей. Однако его напарницей оказывается женщина, которая сейчас избежала уничтожения в
групп. После этого Эвен возвращается и встречается с Юри, и они проводят остаток дня, как его друзья, играя в бильярд. Позже тем же вечером Томайо звонит Юри и спрашивает, свободен ли он на следующий день. У нее на руках 2 билета в один и тот же аквапарк, и ясно, чего он хочет, но Юрай говорит ей, что отправится в однодневную поездку со своей семьей. И это будет совместная поездка с семьей Хитока. Но после этого он становится свободным и спрашивает, что она хотела ему сказать, но она отвечает, что в этом нет ничего важного, и заканчивает разговор. После этого она засыпает и видит сон о своем первом общении с Джираем, когда они учились в средней школе. Он не знал, что это была она, потому что на ней был белый парик и фиолетовые контактные линзы. Он казался гораздо более зрелым, чем ведет себя сейчас, а она была слабоумной девчонкой, близкой к тому, чтобы достичь вершины. Однажды зимним днем она сломала цепь своего велосипеда, и Джирай подошел к ней, помог починить ее и сказал ей перестать вести себя как какая-то слабоумная девчонка. Но она сказала ему, что выдумки действительно существуют, прижала кулак к его сердцу и сказала, что они внутри нас. Почувствовав себя героиней аниме, она ушла, и это было их первое взаимодействие. На следующее утро мы возвращаемся в Хокото, поскольку она планирует признаться в своих чувствах перед Джираем. Она выбирает журнал и читает лучшее руководство по признанию в своих чувствах любимому человеку, 69-е издание. Она покупает симпатичный купальник, чтобы надеть его на пляж во время их поездки, и пытается заставить его чаще смотреть на нее. Она меняет свое отношение, становясь более оптимистичной, эгоистичной и немного неуклюжей, потому что, по словам гида, именно это нравится мальчикам. Тем временем Джирай задается вопросом, что с ней случилось, и его сестра заставляет его работать как раба мужчины, которым он и является. После этого она приглашает его поиграть в пляжный волейбол и случайно нарочно стреляет ему в лицо. Пока вы все гадаете, что же это было за противоречие, давайте перейдем к ее следующему плану, который заключается в том, чтобы заставить его поставить перед ней какую-нибудь ширму. Она ложится и зовет его на помощь, но тюбик с солнцезащитным кремом пуст, поэтому она решает прибегнуть к плану Б. Она встает и просит его погнаться за ней, но он отказывается это делать, потому что это гей, и ему пока не хочется выходить на улицу. Она просит его об этом со слезами на глазах и заставляет его все равно гнаться за ней, забывая, что она должна позволить ему это сделать, и это превращается в долгую гонку. В конце концов они останавливаются за какими-то камнями, когда вокруг никого нет, и она делает последний шаг, чтобы обнять его и признаться в своих чувствах. Но в конце концов падает на него, потому что у нее кружится голова от бега под солнцем. Позже тем же вечером она садится рядом с ним и извиняется за то, что вела себя странно весь день. Она говорит ему, что сделала что-то действительно плохое по отношению к Томайо и что ей очень грустно из-за этого. Терак говорит ей, что мы, люди, иногда бываем жестокими, но это совершенно нормально, пока мы осознаем свои ошибки и исправляем их. Затем она говорит ему, что они были друзьями долгое-долгое время, и спрашивает его, если бы они переехали в разные колледжи и, возможно, переехали бы в другие города, не так ли, перестать быть друзьями. Герай смотрит на нее и спрашивает, помнит ли она то время, когда он стоял у ее дома под дождем. Он говорит ей, что в своей жизни он много раз попадал в трудные ситуации, но когда она была рядом, ему всегда было легче подняться на ноги и продолжать двигаться вперед. Он говорит ей, что независимо от того, как далеко и надолго они разлучены, она всегда будет для него кем-то особенным, и они никогда не перестанут быть близкими друзьями. Услышав это, Хатока почувствовала облегчение. Она испытывает некоторое чувство вины из-за того, что не является его возлюбленной, но то, что она является кем-то особенным и дорогим для него, само по себе делает ее счастливой. Затем она покупает у него специальный пропуск Джея, чтобы он позволял ей называть его только Джоу-куном и никому другому. Тем временем Томайо решает пойти в аквапарк одна. Она задается вопросом, насколько плохо может быть одиночество, и понимает, что это действительно грустно, и у нее просто плохой день в целом. Она также не смогла пройти во второй раунд соревнований, и ей очень грустно из-за этого. Она планирует рассказать об этом Джирая, но в равной степени испытывает противоречивые чувства по отношению к нему и ее взаимодействию с Хатока. Однажды ночью ей позвонил Джирай и попросил встретиться с ним на летнем фестивале. Она одета в юкату и все такое, и он решил доставить ей удовольствие. Она говорит, что в прошлый раз он тоже угощал ее, так что на этот раз они будут соревноваться за это в призовой игре в стрелялку, и проигравший должен отдать угощение. Жирак принимает ее вызов и готовится сбить одного из них с ног, но в конечном итоге полностью уничтожается, когда она сбивает всех своих соперников. Призы и победы Форда и Нила. После того, как она насладилась фестивалем и всеми киосками, он отвел ее в какое-то уединенное место и попросил начать говорить. Она спросила его, что все это значит, и он сказал ей, что знает, что она расстроена, и Хакото сказал ему об этом, что она сделала с ней что-то плохое. Кроме того, она позвонила ему перед поездкой, и в ее голосе звучала грусть. Услышав это, она понимает, что Акото чувствует себя виноватым из-за этого, а затем говорит ему, что ему не о чем беспокоиться, и это дело девушки. Кроме того, у нее также есть новость о том, что она провалила соревнование, и она просит прощения за то, что разочаровала его. Он говорит ей, что в этом нет ничего постыдного, и что он благодарен ей за то, что она набралась смелости рассказать ему об этом. Она спрашивает его, не утешит ли он ее, и он отвечает, что не стал бы этого делать, потому что она старалась изо всех сил, и он уважает это, и так оно и есть. Ее право испытывать разочарование, поэтому
этому поводу, и что он всегда рядом, чтобы выслушать ее. Услышав это, она кладет голову ему на грудь и называет его идиотом. В этот момент начинают взрываться фейерверки, и они понимают, что находятся в прекрасном месте, откуда их можно увидеть. Глядя на фейерверк, она вспоминает все моменты, которые провела с ним, и признает свои чувства к нему, и говорит, что ей нравится этот момент. В то время как все эти радостные флюиды продолжаются, у Мари дома появляется неожиданный гость. Теперь это никто иной, как член группы XF, и оказывается, что у нее есть способность принимать сверхчеловеческие тела, такие как Инна из Наруто. Она использует свои силы и завладевает телом Мюррея, а затем вызывает членов литературного клуба в школу для чего-то срочного, пока они все заняты. У них все еще летние каникулы. На следующий день все они собираются в комнате и ждут ее, не зная, что произойдет дальше. Внезапно Мари входит в комнату, держа ее за руку, и говорит, что она горит. Хатока использует свои силы, чтобы создать водную сферу, но, ко всеобщему удивлению, Мэри использует свои силы и похищает элемент. Затем она использует его, чтобы создать смертоносный поток пламени, и атакует им Тока. Но Шифу использует свою способность блокировать его земляной стеной. Мюррей говорит, что именно этого она и хотела, и использует свою способность, чтобы украсть силы Чифу, став почти богоподобной. Как раз в этот момент Томайо использует свои способности, чтобы остановить время, прочитав инструкции Юри на бумаге, стоя у него за спиной. Затем она вытаскивает их всех за пределы школы, и они решают спрятаться в караоке-зале. Хатока говорит, что Мэри действительно серьезно относилась к Исикангу, но в то же время что-то в ней было не так. Джурай высказывается и говорит, что ее тело и способности были такими же, но ее личность казалась другой. И есть вероятность, что ею либо манипулирует, либо одержим кто-то, кто к тому же у него есть сверхспособности. Затем он говорит, что им придется спросить ее об этом самим, и звонит ей по телефону Мюррея. Она берет себя в руки и пытается говорить естественно, но Юри заставляет ее признать, что она не настоящая Мюррей, и спрашивает его, не хочет ли она встретиться лично. Она соглашается и приглашает его в литературный кружок. После окончания разговора мы узнаем, что за всем этим стоит Сагами, и он Нео обработал тело Мюррея, чтобы украсть их силы. И в обмен на предоставление ему занимательной истории для просмотра, он позволит ей присоединиться к ним. The Fallen Black, несмотря на то, что она является членом XF Group. Она спрашивает его, что это за люди со сверхспособностями, но они ничего не знают о войне фей, и он говорит, что это делает их еще более интересными. Вернувшись в караоке-зал, все спрашивают Джирай о его плане. Он говорит, что есть только один способ победить Мари и заставить того, кто овладел ею, покинуть ее тело. Но для этого он должен использовать свою способность к эволюции и попросить у них разрешения. Камоэ был против этого, и один из них хочет повторить то, что произошло раньше, но он говорит, что это их единственный вариант, и все они в конечном итоге соглашаются. Когда с этим разобрались, он идет в литературный клуб в полном одиночестве и говорит всем остальным спрятаться в школе и больше не выходить. Неважно, как сильно Мюррей его мучает. Затем он заходит в комнату, которая соединена с другим пространством, созданным World Create. Мюррей ждет его внутри и спрашивает, где его друзья, но он пытается повернуть разговор в свою пользу, используя самое совершенное дзюцу в истории аниме. Не говори о дзюцу. Но, к всеобщему удивлению, у Мюррея нет времени на свои навыки, и она использует World Create, чтобы сформировать две массивные боксерские перчатки и ударяет его между ними. После этого она говорит ему, что это война, и она будет пытать его до тех пор, пока его друзья не придут сюда и не начнет нападать на него с несколько водных шаров. Джурай говорит, что тот факт, что она еще не убила его, означает, что его убийство не принесет ей пользы. А это значит, что ей нужно, чтобы пришли его друзья, чтобы она могла украсть их силу. Затем он говорит ей, что они не придут, так как он уже сказал им оставаться в укрытии, даже если она убьет его, и Мария говорит, что позаботится об этом, и стреляет в него стрелой. После того, как его немного побили, он вытаскивает стрелу, как Джига-чат, прежде чем выбросить ее, и говорит ей, что пришло время продемонстрировать ей свои эволюционировавшие способности. Сказав это, он начинает петь какие-то уибис, активирует темную и формирует горячий огненный шар вокруг своей руки. На этот раз он действительно очень горячий и пытается ударить ее им. Она задается вопросом, что все это значило и как изменились его способности, но решает поразмыслить об этом позже и крадет это для себя. Однако, к ее удивлению, даже после того, как она украла его, пламя не исчезло из его руки, и она задается вопросом, не потерпела ли она неудачу. Как было подтверждено, она также поджигает черное пламя своей собственной рукой. Она недоумевает, что происходит, но затем ее рука начинает гореть. Дурай начинает смеяться и говорит ей, что его эволюционировавшая способность превращает нас из его пламени в пламя Матараса, которое он украл у Саски и Итачи. Но это все равно бесполезно, потому что это также поджигает его самого. И нет никакого способа отложить их в сторону. Он вспоминает тот момент, когда он впервые пробудил свои эволюционные способности, открывая пакет чипсов для Чифью, и они попытались потушить пламя с помощью льда и углекислого газа, используя способности Чифью и Атока, но это не сработало. В конце концов, Саюми заставила Чифью создать маленькую гильотину, чтобы отрезать его горящую руку, а затем использовать свои собственные силы, чтобы вернуть ей первоначальную форму. После этого они заставили его пообещать никогда больше не использовать свои развитые способности. Получив эту новообретенную информацию о своей
своей еще более бесполезной способности, Мюррей начинает беспокоиться и изо всех сил старается не дать себе сгореть, но Гири говорит ей, что единственный способ для нее сделать это – вернуть другим их силы и вернуть настоящую Мирай. Нео не может вынести боли и снимает свое заклинание, и это приводит Мирай в чувство. Она просыпается от ощущения горящей руки и низкого извращенца, стоящего перед ней посреди пустоты, и начинает паниковать. Но Джерри дает ей пощечину, чтобы успокоить ее, а затем обнимает ее. Он говорит ей, чтобы она доверяла ему, и просит ее вернуть другим их силы, и как раз в этот момент все они подбегают и отрубают себе обе руки гильотиной. А Сиюми восстанавливает их с помощью своей способности. С другой стороны, Нео называет это удачей новичка и говорит, что в следующий раз им это не сойдет с рук, но Сагами говорит, что следующего раза не будет. И указывает на Хаджима, стоящего позади них обоих. Хаджим использует свои силы и мгновенно побеждает Нао, выводя ее из войны, а затем предупреждает Сагами. Он говорит ему, что на этот раз он зашел слишком далеко в своих играх, и он никогда больше не должен пытаться что-либо предпринять против детей-девственниц, иначе он выставит и его тоже. После этого он уходит, говоря, что лучший бой лучше оставить напоследок. Вернувшись в дом Мюррея, Суюми рассказывает ей о том, что произошло, и она рассказывает ей о посещении какого-то взрослого, и скорее всего в то время она овладела ею. Ее настоящий разум не помнит о том, что произошло после того, как она стала одержимой, и последние 2 дня она спала. Она говорит, что ей еще предстоит пройти долгий путь как обладательница способностей, если кто-то может так легко взять над ней верх, и благодарит ее за спасение. Поэтому Юми говорит ей, что если она хочет кого-то поблагодарить, то это будет Джирай, поскольку он работал больше всех, и она просит ее, почему он зашел так далеко ради нее. Так вот, Юми говорит, что Джирай считает ее своим другом точно так же, как он считает других членов литературного клуба своими друзьями. И точно так же, как он делал это для всех них. Он тоже много думал о ее способностях, и именно поэтому он смог найти логичное решение со спокойной душой, а затем сказал ей, что если бы это случилось снова, она, вероятно, снова доверилась бы ему. Услышав это, Мюррей сказал, что, похоже, перфекционистка Си Сюмэй способна совершать глупые поступки так же хорошо, как она называет свое появление в любви. Тем временем Хатока и Тамайо вместе отправляются покупать книги, и Тамайо предлагает ей как новичку отличную книгу. Они оба садятся и обсуждают плохие рекомендации Юри, и в конце концов Тамайо признается, что любит Юри, и извиняется за это перед Хатока. Хатока говорит, что это честная игра, и они по-прежнему друзья, и ничто этого не изменит. Кроме того, отныне они будут соперниками в любви. Теперь, когда все концы с концами улажены, Джуро встречается с Чифуй на выходных и говорит ей, чтобы она была осторожна со своими способностями. Он говорит ей, что скоро все они закончат учебу, и он хочет, чтобы она помнила, что силы не предназначены для использования во зло. И они не предназначены для того, чтобы быть использованным во благо. Это суперспособности, которые выглядят круто, и это все, чем они должны быть. И она не должна обременять себя чем-то еще по этому поводу.